Меня зовут Зера Черешнева, и сегодня я расскажу вам про коммуникацию. Я родилась в простой семье на Украине и в раннем детстве переехала в Москву. Всегда мечтала о чем-то захватывающем в своей жизни. В школе поняла, что захватывающая жизнь при отсутствии внешних очевидных факторов, финансов, социальных связей, влиятельных родственников, выдающихся внешних данных мало что может обеспечить. Но однажды я нашла дверь. Это была карьера журналиста. Она давала пропуск в мир грез и мечт. Я решила, что хочу поступить в лучшее из учебных заведений для этой профессии – журфак МГУ. Когда сказала об этом маме, та попросила меня спуститься с небес на землю и выбрать что-то по силам. Друзья посмеялись, спросили, где я возьму такие деньги на подготовку, а школьные учителя сказали, что это невозможно, потому что у меня 3 по русскому языку и врожденная безграмотность. Когда наши мечты сталкиваются с реальностью, обычно побеждает страх и неуверенность. Нам страшно, что нас никто не поддержит, что у нас нет ресурсов, денег на реализацию этого. Мы не понимаем, как окружающие будут реагировать на наши безумные идеи и предложения. Но даже когда все эти факторы против нас, есть ресурс, доступный каждому. Просто мы часто о нем забываем. Этот ресурс – коммуникация. Я закончила бюджет журфака МГУ в 2012-м, и это был всего лишь первый шаг на пути больших и амбициозных историй. Со времен журфака я успела поработать гостевым продюсером в первом интернет-телевидении Минаев Лайв Сергея Минаева, автора романов «Духлесс», «Затёлки», выпускающим продюсером социального шоу Савко Шварнадзе. На радио Коммерсант ФМ выпустила более 100 эпизодов собственной программы «Стартап по-русски», будучи просто младшим редактором новостной бригады. Ко мне в шоу приходили и большие бизнесмены, и молодые стартаперы. Запустила шоу МКС на связи, где звезды звонят на Международную космическую станцию, и договорилась с Роскосмосом, чтобы те дали связь с МКС. И в этот момент я не была топ-менеджером или каким-то суперкрупным сотрудником. Взяла эксклюзивное интервью у Дэниела Рэдклиффа длительностью 1,5 часа, приехав в Лондон всего лишь за 20-минутным сюжетом. Сейчас я работаю директором по стратегическим проектам социальной сети ВКонтакте. И основная часть моей работы – это общение с разработчиками и партнерами разного спектра. От культурных институтов, музеев, университетов, лидеров мнений, звезд мировой величины, представителей других стран, до министерства и аппарата президента. У нас получается создавать совершенно удивительные проекты в масштабах страны. Как все это стало реальностью в жизни девчонки из простой семьи? Из инструментов у меня была лишь качественная коммуникация. И сегодня я постараюсь об этом рассказать вам, поделиться с вами этими лайфхаками, чтобы они работали на вас. Итак, 4 принципа, которые позволили человеку из ниоткуда получить доступ в мир, о котором этот человек мечтал. Университет мечты, работа мечты, окружение мечты. Реализовать глобальные проекты, которые когда-то казались безумием. Первый и самый важный принцип, инструмент, это найти людей, которые смогли реализовать то, к чему стремитесь вы. В идеале, если с ними можно поговорить, взять у них предварительное интервью или хотя бы узнать их биографию, чтобы вдохновиться. Вернемся к поступлению в университет. Мне 14, я подросток, одетый на черкизовском рынке, и начинаю просить о встрече деловых, состоявшихся людей, закончивших журфак. Но кто-то все-таки согласился дать интервью настойчивой девчонке. Итак, я узнала, что при минимуме финансов можно подготовиться к поступлению. Нашла все необходимые формы экзаменов, учебники, источники и даже устроилась в журнал «Философия роскоши», чтобы собрать публикации для творческого конкурса. Смешно вспоминать, что подросток, одевающийся на рынке, ужинающий гречкой с медом, знает о роскоши. Но все получилось. Принцип номер 2. В любой коммуникации, о чем ни шла бы речь и переговоры, не пытайтесь забрать больше, чем даете. Думайте о том, чем могли бы поделиться вы, помочь. Даже когда кажется, что нечего предложить, всегда есть что предложить. Очень часто в работе приходилось помогать воплощать большие планы великим людям в нереалистичные сроки, брать на себя ответственность, просить за них о помощи. Никогда не думала, что эти искренние порывы помочь творческому гению окупятся в будущем. А однажды актер Саша Петров попросил срочно найти ему поэтов со всей страны, привезти их в город Петербург, организовать мастер-класс Куполи Зингера, а мой самолет в момент этой просьбы взлетал в отпуск. Мы все организовали за несколько дней, несмотря на ужасные сроки, проклятия коллег по цеху. И кто же знал, что через год директор Саши Петрова будет работать с Сергеем Буруновым. И мы уговорим Сергея стать одним из самых первых гостей МКС на связи и произвести такой большой фурор в сети. Принцип номер 3. Создать условия или изменить атмосферу вокруг себя. Когда что-то идет не так,
все можно исправить. Подумайте, как вы можете улучшить условия, если это касается работы. Я, например, заходя на любую встречу, обращаю внимание, как себя чувствуют люди. Если в помещении душно, все сидят со скучными лицами, спрашиваю, можно ли открыть окно, шучу, предлагаю всем налить воды, предлагаю кофе. Важно, чтобы людям стало комфортно и чтобы они были готовы услышать то, что я собираюсь до них донести. Если ваш собеседник в плохом настроении, состоянии, то можно помочь ему переключить внимание, пошутить, предложить помощь. Это работает. И последний принцип – это оказаться в среде тех, где вы хотите быть. Неважно кем, подмастерьем, носильщиком кофе, сумок, кем угодно. Но когда вы окажетесь там, то почувствуете, что все люди объединены одной энергией, одной большой идеей, любимым делом. И вот эта среда позволит вам поверить в свои силы, получить ту поддержку, о которой вы мечтаете, и рост. Бывают дни, когда и мне не хочется ничего делать, когда подрядчик подвел, партнер повел себя некрасиво, личные обстоятельства мешают воплощению больших планов. Но как только я переступаю порог офиса, будь то дом Зингера или Красный мост в Петербурге, московские башни Скайлайта, атмосфера, мои коллеги, их оптимизм, подход к задачам дает мне энергию. Атмосфера вообще очень много значит. Эти инструменты коммуникации, о которых я рассказала, доступны каждому. Они позволяют стирать границы совершенно разных сообществ, людей разного социального профиля, разных профессий и разного статуса. Если у вас есть мечта или проект, но вы не знаете, как его реализовать, начните с коммуникации, и все получится.